МСФО ЯС-16 основные средства. Любой стандарт по учету активов мы будем с вами рассматривать в определенной логичной последовательности. Во-первых, основные определения, далее вопросы первоначального учета и первоначального признания, далее последующий учет, ну и прекращение признания. Далее, чтобы нам рассмотреть основные виды стоимостей основных средств, предлагаю посмотреть в таблице, в схеме. Значит, виды стоимостей основных средств. Балансовая стоимость. Даже из названия это та стоимость, по которой основное средство учитывается, отражается в отчете о финансовом положении. То есть это стоимость актива, минус накопленная амортизация и минус накопленные убытки от обесценения. Нам обычно из российского учета более знакомо, что балансовая стоимость – это стоимость актива минус накопленная амортизация, ну и, собственно, точка. Здесь же в этой формуле в МСФО добавляется еще и минус накопленные убытки от обесценения, рассчитанные в соответствии с МСФО ИАС-36 обесценение активов. Данный стандарт мы с вами также будем проходить. Почему накопленные? Ну, потому что по аналогии как с амортизационным расходом мы можем обесценение признать, допустим, в предшествующем периоде, в текущем периоде, и вся сумма накопленного обесценения будет уменьшать балансовую стоимость основного средства. Если основное средство является квалифицируемым активом, согласно МСФО ЯСу 23 затраты по займам, которые мы с вами будем далее рассматривать, то затраты по займам мы должны с вами капитализировать. Что такое квалифицируемый актив из 23 стандарта? Это актив, подготовка которого к предполагаемому использованию или для продажи требует значительного времени. Почему тему с квалифицируемыми активами я привожу здесь в 16 стандарте, в том числе? Потому что на практике зачастую именно основные средства относятся у нас к квалифицируемым активам. Но, разумеется, по факту могут быть и другие примеры. Так вот, если мы определили, что у нас основное средство относится к квалифицируемым активам, то в этом случае затраты по займам, связанные с приобретением, со строительством или с производством квалифицируемого актива, должны капитализироваться в стоимости данного основного средства. Подробнее о порядке капитализации, о расчете капитализируемых затрат мы с вами будем рассматривать, там и примеры, в том числе расчетные, когда будем рассматривать 23 стандарт затраты по займам. Далее, следующий момент по поводу формирования первоначальной стоимости основного средства. Это обмен основными средствами. То есть, когда у нас основное средство получаем в обмен на другое основное средство. Вопросы формирования первоначальной стоимости. Когда один актив приобретается в обмен на другой актив, то приобретаемый актив должен быть оценен по справедливой стоимости. Если точнее и легче определяется справедливая стоимость передаваемого актива, то за основу оценки может быть взята и она. Но в любом случае основной подход при определении стоимости основных средств при обмене является справедливая стоимость. После того, как актив становится готовым к использованию, капитализация затрат прекращается. Последующие затраты, связанные с обслуживанием, эксплуатацией основных средств, например, оплата труда, материалы, они у нас списываются на расходы текущего периода по мере их возникновения.
Если же, да, у нас последующие затраты, по последующим затратам выполняется критерии признания в качестве актива, то, соответственно, они у нас капитализируются. А именно текущие, да, затраты, связанные с текущим обслуживанием, это у нас все расходы текущего периода. Теперь по поводу последующей оценки основных средств. В стандарте предусмотрено две модели последующего учета основных средств. Это модель учета по первоначальной стоимости и по переоцененной стоимости. Давайте разберемся. Значит, модель учета по первоначальной стоимости. В этом случае балансовая стоимость основного средства будет первоначальная стоимость минус накопленная амортизация, минус накопленный убыток от обесценения. И следующая, вторая модель, модель по переоцененной стоимости. В этом случае балансовая будет равна уже переоцененная стоимость, минус накопленная амортизация и минус накопленный убыток от обесценения. Далее, если компания выбирает модель учета по переоцененной стоимости, то переоценка должна проводиться регулярно. Да? Главное, чтобы на отчетную дату не возникало существенных разниц между балансовой и справедливой стоимостью основных средств. То есть в самом 16-м стандарте не установлена четкая периодичность или, например, четкие даты проведения данной переоценки. Да? Главное, да, результат, чтобы балансовая и справедливая стоимость основного средства отличались несущественно. Да? То есть главное, чтобы не было вот этих вот существенных разниц. Опять же, принцип существенности, о котором мы с вами говорили, ну и далее также будем продолжать. То есть вы понимаете, насколько это важно определить этот самый принцип существенности для целей подготовки финансовой отчетности. Исходя из этого, по факту, да, на практике компании не обязательно, да, проводят переоценку, допустим, даже каждый год. Есть такие случаи, да, вполне, да, распространенные ситуации, когда, допустим, компания в прошлом году, допустим, делала переоценку на 31 декабря, в этом году не делает переоценку, потому что оценщик, допустим, ей дал, ну, такое типа заключение, письмо и так далее, в котором написано, что изменение там справедливой стоимости там составляет не более, ну, допустим, 5% основных средств. Соответственно, компания говорит, делает вывод, что для них это несущественно на эту отчетную дату. То есть и такие есть случаи, которые, в принципе, по 16 стандарту допускаются. Если компания выбирает модель по переоцененной стоимости, то она выбирается для каждого класса основных средств. Таким образом, у компании одновременно могут быть активы, отдельные классы, да, учтенные как по первоначальной, так и по переоцененной стоимости. Для примера, распространенная ситуация, когда, допустим, класс земля-здание оценивается по переоцененной стоимости, все остальные классы основных средств, например, производственное оборудование, транспортные средства, прочие основные средства по первоначальной стоимости. Для чего так, допустим, выбирается такая модель учета? Допустим, земля, здание – это самая, как правило, в стоимости дорогостоящая группа основных средств. И по количеству объектов это не тысячи, да, объектов, а все-таки, ну, какое-то более небольшое, да, количество объектов. И произвести переоценку данных объектов и с точки зрения затрат на оценку, и с точки зрения трудозатрат гораздо проще компании, чем, да, допустим, производить переоценку вообще всех объектов основных средств, которых могут быть тысячи, а может быть даже десятки тысяч объектов, то есть сразу же стоимость трудозатраты. И
Все вот остальные, да, объекты, это уже объекты с меньшим сроком полезного использования, то есть они более оборачиваемые, то есть более-менее приближенные, ну так относительно по стоимости к рынку, чем, допустим, вот эти очень-очень долгосрочные объекты земля и здания, которые могут быть и 20, и 30-летними объектами. Ну и в итоге, да, на выходе компания получает, как можно сказать, среднюю температуру по больнице, ну, в общем, более-менее, да, приближенную к рыночным реалиям стоимость основных средств.